Всем доброго времени, с вами Марета. Сейчас мы посмотрим такой расклад. Стучит, гремит на пороге, что у вас. Будем смотреть на Таро Ленорман, чужие сны. Ой, как у нас свечи растекаются там, да, надо затушить немножко. Так, мою карточку банковскую тоже они. Ой, блядь, ладно. Смотрите, сейчас будем смотреть такой интересный расклад. При вас открываю карты. Вот. Так как я достаточно сильный практик, но хвалиться не буду. Я понимаю все с полуслова, с полувзгляда. Сейчас их как-то откроем, поэтому я не изучаю ни одни колоды, я просто заказываю и смотрю вам. Вот. Так, тяжеловато раскрыть вот эти моменты. Вот оно. Сейчас будем смотреть, что на пороге, да, что у вас на пороге. Напоминаю, что у нас, да, расклад будет общим, поэтому со всеми информация не будет совпадать. Вот. Для этого есть личные консультации. Тоже, девочки, будьте, пожалуйста, грамотнее. Вот, потому что здесь тоже сейчас минуту я выключу телефон. Вот, потому что попадаются мне такие вот красотки, да, которые говорят, что а вот это все как бы половина совпала, половина не совпала. Ну понятно, потому что это общий расклад. Вы поймите, пожалуйста, будьте уже бдительны и правильны в конце-то концов, да. Свечка такая хорошая, ароматизированная. Поэтому будьте, пожалуйста, как бы, ну, там правильнее это уже, да, как-то надо быть, жить и понимать все, что это общие расклады, вот, и они могут совпасть не со всеми. Вот, открыли мы чужие сны Ленорман. Вот. Сейчас будем, конечно, смотреть, что вас ждет. Что на пороге, да? Что вот на пороге стучит, гремит, что на пороге. Вот. Давайте смотреть, дорогие друзья, что на пороге. Загадываем сейчас только себя. Не надо сейчас никого сюда приплетать. Те люди, которые вам нужны, если вы нужны им, и если судьба, видите, сведет, они здесь выйдут. За более личной консультацией вы можете обращаться ко мне. Вот, поехали. Смотрите, здесь идет такая информация, что есть человек, который за вами очень сильно наблюдает. Это мужчина. И вы знаете, этот мужчина не знает, что с вами делать. Тут идет человек, который очень пристально за вами наблюдает, здесь постоянно держит вас в каком-то ракурсе. То есть вы с этим человеком сейчас не общаетесь. Этому мужчине лет 35. Мне идет такой мужчина, который может постоять за себя, он не полезет за словом в карман. Этот мужчина, понимаете, умный, он начитанный, у него может быть несколько образований. Этот мужчина может, знаете, он даже ведет за собой людей, у него может быть свой бизнес. И вот он смотрит, наблюдает за вами, да, и вот ему как-то интересно читать то, что вы пишете, то, что вы делаете, то, что вы можете, то есть он восхищен вами, вашей работой. То есть карты нам говорят о том, что у вас есть какой-то тайный поклонник. Что такое тайный поклонник? Это не обязательно мужчина, которого вы не знаете. Вы можете его знать, но вот он тайно, вот ваш поклонник, воздыхатель, такой тайно, да, потому что как бы здесь он наблюдает за вами, и вы ему интересны. И на протяжении уже даже, может, 10 месяцев, может быть, года он за вами наблюдает, этот мужчина, то есть вы ему интересны. Возможно, даже у вас с ним были переписки. То есть вы узнаете, либо он вам признается, что я там за тобой наблюдаю, я за тобой там слежу, ты вот как-то там мне нравишься, какое-то признание в любви от этого мужчины вы получите, потому что здесь идет такая информация, что вы мужчине интересны, карта показывает интерес мужчины к вам. Далее, да? Угу. Далее у нас еще испытывает интерес к вам и женщина. Телефонный разговор с ней, который она хочет состоять, выкроить, вымолить, выцепить, выкрестить, да, грубо говоря. Есть женщина, которая, тут женская энергия пошла, она хочет с вами поговорить. Телефонный звонок, телефонный разговор, телефонное письмо, телефонное известие какое-то, да. Сейчас посмотрим, о чем она хочет поговорить, потому что здесь есть женщина, которая желает поговорить с вами. То есть тут
телефонный разговор. Напрямую я вижу вот просто даже ясновидением такую картину телефонного разговора, телефонного звонка. И эта женщина как-то хочет, да, вот ну, чтобы вы обратили на нее внимание. Сейчас мы будем смотреть, потому что здесь идет такая информация, что да, я хочу с тобой поговорить, я хочу с тобой пообщаться, мне нужен с тобой телефонный разговор, мне нужна с тобой какая-то связь. Но я не знаю, как это сделать. Давайте смотреть, что за женщина, о чем она хочет поговорить. Но энергия ее очень тяжелая, потому что у нее в жизни не совсем ладится. Мгм. Приоткрыть занавесу, да, какую-то. Во-первых, она вас боится. Это может быть ваша какая-то родственница. Во-первых, она вас боится. Во-первых, у нее в жизни, как я сказала, все идет по кругу, да, и здесь как будто бы она хочет выговориться, она как будто бы хочет вот связь, телефонная связь, известие. Может она вам быть родственницей, может она вам быть человеком близким, либо подругой, то есть которая хочет высказаться, которой нужна ваша какая-то поддержка. Это телефонный разговор, и видите, у нее идет как все по кругу, да, как все по кругу, как все вот это вот не совсем хорошее в жизни происходит, и что-то, возможно, и в семье, в гнезде, потому что у нас тут аисты. Кстати, у кого-то может быть беременность. Кто-то из вас на пороге узнает о беременности. Стучит, гремит, у нас на пороге беременность. Объясняю, да? Что это, как это может быть? Кто-то, возможно, у кого-то произошло зачатие сейчас, он ждет месячных, да, грубо говоря, простите, а у вас они не пойдут. У кого-то, вот я прямо говорю, а вот какие-то вот симптомы на женские дни, да, а вот они не придут, и придет беременность. Кто-то пойдет сдавать ХГЧ, я вижу, что кто-то пойдет ХГЧ, да, у вас закрытая какая-то вот женская вот чакра. Почему? Потому что кто-то на днях ждет женские дни, они не придут. Простите, да. У кого-то может быть беременность, у кого-то может быть сбой, реально сбой. Смотрите, у кого-то есть порча, я вижу, да, действительно вы ощущаете деструктивное воздействие, и оно действительно есть. И кто-то узнает об этом. Вы, наверное, уже узнали, что на вас есть деструктив, на вас есть порча. Эту порчу надо снимать, именно бьют по женской чакре. Дальше. Я вижу женщину, которая сидит, и она недовольна там, где она сейчас живет. То есть она хочет закрыть эту картину вот этого своего проживания в том доме, в той квартире, где она сейчас находится. То есть мы видим ключи. Женщина будет... вот смотрите, для кого-то вы откроете какую-то тайну, узнаете что-то, да, а для кого-то это будет смена жилья, потому что я вижу женщину, которая не хочет находиться там, где она сейчас находится. Ей нужно уехать, ей нужно уйти, потому что идет какой-то обман с квартирой. Какой-то обман с квартирой, но будет прояснение, потому что здесь я вижу женщину, которая видит просвет, она решает проблему с квартирой, и она уходит, она уезжает. Есть тут женщины, которые меня смотрят, у них просто будет ключик от своего жилья. Кто-то реально достигнет своего жилья, даже кому-то, возможно, хотят его подарить, девочки, да, такое возможно, что да. Вот, такое возможно, что да. Вот. Угу. Дальше смотрим. Да, у кого-то будет прояснение отношений с родственниками, да, смотрите, у кого-то идет такая информация тяжелая, то, что вас будут обвинять в чем-то именно, да, вот в несчастьях людей, даже в смерти какого-то человека вас могут обвинять, вот, и как будто бы, да, вот будут говорить, что много погубленных душ из-за вас. То есть такое вы будете слышать. Далее, смотрите, я вижу информацию, что вот в конце этого месяца, да, у нас январь сейчас 2024 года, вы будете принимать бывших людей. То есть в каком плане? Очень много будет возобновляться бывшей связи. Бывшие люди. Это не значит, что только бывшие мужчины. Это возобновление бывшей связи с подругами, с родственниками, там, со знакомыми. Просто будет вот так вот возобновляться. Просто будет вот так идти, возобновляться, потому что здесь идет такая информация, что есть люди, которые к вам идут. То есть это бывшие. Не обязательно мы будем сейчас делать акцент на мужчинах. Это могут быть так, как и женщины, да, идут к вам на порог. Вот, поэтому понимаете, да. Но вот тут вот такой момент, что есть у нас какая-то змея, которая хочет вас грызануть, укусить. Но смотрите, змея еще у нас и мудрость. Вы набираетесь мудрости, и вы будете довольны собой в ближайшее время, потому что вы набираетесь мудрости.
То есть, да, кто-то набирается мудрости и действительно как бы, ну, выдвигается вперед. Кто-то вас оценит по типу своей работы. То есть то, чем вы сейчас занимаетесь, люди видят в вас мудрую женщину. Вот. Хорошо, дальше. Давайте будем смотреть, что за змеюка хочет вас грызануть, хочет вас укусить. Давайте посмотрим, что это за змеюка хочет вас грыза. О, еще там и хитрая лисица, да? Ой, блядь. Смотрите, женщина, которая сидела давно на дне, да, она сидела, она не знала, как выплыть с этого дна. В каком плане сидела на дне? Это значит то, что вы не общались с этой женщиной, но у нее есть еще какая-то женщина, какая-то подружайка, которой она жалуется на вас. Это не обязательно какая-то вот ее подруга, которая вас ненавидит. Это может быть просто та женщина, которая вас не знает. Вот, и она ей жалуется на вас и не знает, что делать. Но при том, при всем, что она жалуется на вас, ей не хватает с вами общения. То есть я вижу, что эта женщина хочет выйти из своего аквариума, к вам подплыть, вот как эта рыба. Кстати, опять, далее, рыбы у нас еще и не то, что как бы многие ассоциируют ее с беременностью, но беременность это тоже, прошу обратить внимание на это, потому что, да, многие после моего расклада узнают о беременности. Но у кого-то беременность может быть под угрозой, поэтому, как бы, ну, возможно, можно будет как-то и какую-то магическую защиту поставить. Ладно, далее, смотрите, что я рассказывала. У кого-то будут большие деньги, то есть достаток, да, как бы рыболовство, достаток, то есть вы получаете достаток, вы получаете деньги, которые вы хотели, деньги, которые вы мечтали получить, вы их получаете. Кто-то выходит на повышение, на новый уровень. А вот женщина, она хочет каким-то хитрым способом к вам выйти к вам для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы побеседовать с вами, для того, чтобы как-то узнать, что вы о ней думаете, да, потому что здесь как-то вот, но у нас изображены две рыбы, да, она хочет с помощью какого-то человека выйти с вами на связь. То есть, да, ну смотрите, кто-то получает хорошие деньги, хорошие средства, вдвойне, двойную сумму, оплату, все, да, но у кого-то это реально идет просто беременность, вот реальная беременность, которая на пороге у вас, я еще раз говорю, да, кто-то будет проверяться. Хорошо, что далее у нас идет, еще далее, давайте смотреть. Смотрите, я вижу, что вам придется воевать за свое какое-то право. Будут очень много споров, какие-то споры с людьми. Что там у меня упало? Ага, будут споры с людьми, очень много споров с людьми у вас будет. Вот именно, знаете, насчет вашего поведения, ваших действий, то, что вы делаете, то, что вы будете делать. Это все как бы, здесь идет очень много споров, да, споров с людьми, которые будут вам как-то говорить о том, что вы делаете это неправильно, вы что-то делаете неправильно, вам надо делать вот так, но просто вы человек, который никогда не будет вестись на чужое мнение, да, поэтому здесь люди как бы вот хотят вас как-то прогнуть, да, как-то под себя, вот, но не знают, как это сделать, и они удивляются, почему вот вы так им противостоите. Вот. У кого-то, я говорю еще раз, идет переезд. Вот на пороге прямо у вас идет переезд. Прямо на пороге идет переезд. Вот. И то есть для кого-то этот переезд, ну, он будет, как-то вам сказать, чтобы вы понимали, вот, решающим, действительно решающим, для кого-то будет решающий переезд. Почему? Да, давайте я объясню, почему это будет решающий переезд. Потому что здесь вы как-то с переездом решите свои проблемы, будет какое-то облегчение. Потому что место, где вы находитесь и сейчас, оно для вас как-то некомфортное, для вас оно какое-то тяжелое, да, для вас оно какое-то ну, несчастное, что ли, да, это место, там, ну, нехорошее, вот, действительно, какое-то нехорошее для вас это место, где вы сейчас обитаете, потому что здесь оно тянет вас вниз, то есть вот тянет вас просто вниз. Хорошо, давайте дальше, что? Вот. Дальше, да, у нас возобновление идет новых связей, то есть старых связей, вот, старых связей именно опять с людьми из бывшего вашего окружения. То есть, опять же, повторюсь, что это не значит бывшие люди, это может быть и
как и подруги, так и родственники, так и знакомые, так и, ну, понимаете, да, о чем я говорю, да, в принципе. Хорошо, что нам еще карты покажут? Далее, вот смотрите, кто-то хочет закрепить с вами род. Есть мужчина, который хочет вам предложить брак, предложить замуж, но вы будете удивлены, потому что вот именно от этого мужчины вы не ожидали серьезность. То есть для кого-то есть какой-то мужчина бывший, который, знаете, вот он просто вот осознал, что я хочу, да, с ней быть, я хочу составить с кем, ну, я хочу составить не с кем-то там свой план жизни, а вот именно с ней. Есть какая-то тайна, она закрыта за миллион замками, вот, и вы ее узнаете. Давайте посмотрим именно какая тайна, какую тайну вы узнаете, потому что здесь именно есть какая-то тайна, вот, и вы узнаете эту тайну, потому что здесь идет такая информация о том, что эта тайна будет связана... Ой, как. Так, вот так, да, значит. Вот такая, значит, тайна. Смотрите, вы узнаете какую-то тайну о какой-то женщине вашей, что ее женщина, да, это женщина, тут опять либо подруга, либо родственница, что ее как будто бы притесняют. Либо же вы узнаете о том, что какая-то женщина ушла, развелась и больше не живет там, где сейчас находится. То есть вы узнаете о том, что какая-то женщина, она ушла из семьи, семья разрушена, но тщательно старались как-то скрывать это все. Ну вот. Далее, смотрите, кто-то хочет эко, какая-то женщина меня сейчас смотрит, которая реально хочет эко. Вот, если вы собрались, да, я смотрю, а вы собрались, да, у вас получится. То есть у вас получится. Идет какая-то вот, знаете, далее идет какая-то покупка, вы себя радуете, вот, и вы покупаете что-то такое дорогое, я вижу, и вот это вот дорогое удивляет многих людей, которые рядом с вами. То есть я вижу, что вы выставите это в интернет, вы что-то собрались покупать. То есть, да, вы что-то собрались как-то себя радовать, и все просто охереют, просто все подумают, о, вот нифига она вот так вот, да, как-то купила. И вы увидите личности людей, они снимут свои маски, и вы поймете уже, вот так вот они, значит, ко мне относились. Значит, когда я не могла себе купить машину или квартиру, то была для них хорошая. А смогла, вот мразь, я конченая тварь. Вот кто-то вот так вот, да, сделает, потому что здесь вы что-то покупаете себе, вы расцветаете, вы покупаете, и люди удивляются, да как вы это так смогли все купить? А как это у вас так получилось все купить? Да неужели, блядь, она это смогла? Да? Окей. Ссоры, какие-то ссоры у вас будут с близкими людьми, потому что здесь идут ссоры с какими-то близкими людьми. Так, с какими близкими людьми? Сейчас посмотрю ссоры. Да? Из-за наследства. Кто-то будет из-за наследства ссориться, конфликтовать из-за наследства. Кто-то будет. Вот. Возможно, кто-то думает, что вы там спрятали наследство. Ладно, это понятно. Тут есть какой-то мужчина, еще идет к нам на порог. Знаете, он такой умный мужчина, и у него очень много мыслей за вас. И он постоянно думает, он настолько погружен в своих мыслях о вас, он настолько думает очень много за вас, что, знаете, вот просто его голова вот так сжимается. Сейчас посмотрим, что там за мужчина, потому что он очень сильно о вас думает. И он просто поглощен вот просто вами, мыслями о вас. Сейчас посмотрим, что там за мужчина. И вы знаете, он очень сильно о вас думает, вот просто постоянно. Ему не нравится, что вокруг вас какие-то люди, много людей. Это может быть ревность, он может быть сам не свободен, и он получает за вас какую-то информацию. Это мужчина, вот, понимаете, а вы для него женщина. Его, но он, знаете, он сам не свободен. Вот он считает вас своей, но рядом с ним стоит какая-то женщина, это, скорее всего, жена, мужчина не свободен, и он не может к вам прийти, потому что к нему повернута женщина, а он повернутый к вам. Это тот мужчина, который, да, у него болит
болит сердце за вас, он переживает, но он не может прийти сейчас к вам. То есть он не может прийти сейчас к вам, потому что он понимает, что это нереально, это невозможно, это, ну, тяжело как бы, да, прийти, явиться к вам, потому что это сейчас делать нельзя, вы находитесь просто в обиде на этого человека, в обиде на... Ну, просто вы находитесь в обиде, и здесь тяжело ему вернуть вас, потому что он не свободен. Он не мог решить между вами и женой. Скорее всего, меня сейчас смотрит та женщина, которая была обманута мужчиной, вот, о котором я сейчас рассказываю, да, и она уже не хочет принимать этого мужчину, но все равно она скучает по этому мужчине. Здесь мужчина, у которого стоит рядом женщина, но как бы... Вы не хотите принимать этого мужчину, вы уже поняли, о ком я говорю. Этот мужчина очень сильно скучает и переживает за вас, но он сделал свой выбор в сторону жены. Простите, дорогие друзья, но жена ему дороже. Вот. Но еще такой вариант есть, что, возможно, она его что-то она ему делала по магии, пыталась его... Вот, возможно, его жена его как-то приворожила по магии, да, как-то вот, ну, не попыталась, а скорее всего, да. Смотрите, еще может быть такой момент, сейчас я вам, идет такая информация. У кого-то может быть сердце, вот реально сердцем. Смотрите, у кого-то может вот сердце вот это для кого-то указало сердечно-сосудистое что-то, у кого-то реально может быть что-то с сосудами сердечно-сосудистое, да. Вот, и вот этот вот женатый мужчина решил с вами поговорить, решил прийти, решил с вами поговорить, решил с вами что-то обсудить. Здесь мужчина про вас думает, печалится, тот мужчина, у которого уже есть женщина. Хотел бы от вас ребенка даже, но он понимает, что это уже невозможно. Вот я говорю, на нем может быть морок. Но вот опять, девочки, что говорите, что не говорите, тут у кого-то опять выпадает беременность. Далее вы узнаете, что чей-то ребенок болеет. Чей-то ребенок болеет. Неожиданные деньги к вам еще придут. Еще неожиданные деньги придут. Смотрите, кому-то отдадут долг. Кому-то отдадут долг. Вот. Девочки, я смотрю, что там, где вы живете сейчас на квартире, у вас идет, простите, какой-то наеб, какой-то обман. Кто-то будет перелетать. Птица летит, вылетает из гнезда. У вас идет какой-то переезд, потому что здесь идет реальный переезд в новое. Вы идете в новое, потому что здесь, где вы сидите, где вы живете, скорее всего, кто-то снимает квартиру, у кого-то проблемы с хозяйкой, она вас, простите, на Е. А может быть, кто-то есть хозяйка этой квартиры, и вас обманывают квартиранты, говорят, что мы сейчас заплатим, ну, понимаете, да? Вот. Еще мне идет такая информация, что кто-то из вас оставляет неправильно откупы. Оставляйте их, пожалуйста, правильно. У кого-то идет закольцовка. Окей? А я вижу приобретение машины. Кто-то приобретает себе машину. И у кого-то идет быстрый переезд. Прям быстрый переезд. Движение. Очень много, девочки, идет движение. А вот, понимаете, вам говорят о том, что надо уезжать с того места, и причем, вот видите, да, ракета, причем уезжать быстро. Причем уезжать быстро, потому что, ну, засиделись. А почему уезжать? Вот, да, я вижу обман, именно в чем обман? Почему надо вам уезжать с того места, где вы сейчас находитесь? Потому что есть человек, который на вас давит. Вот видите, сильный человек, это, скорее всего, хозяйка, которая вас заебывает. Да, девочки, у кого-то с квартирой проблема. Давит человек. Видите, сильный медведь, который давит. Понимаете? Из-за давления. Вам надо уходить из-за давления. Потому что вам не дают там жизни. Скорее всего, это хозяйка, вот так вот, да. Еще вот... Да, такой момент, что когда вы уедете, для вас будет облегчением, да, это вы наберете какую-то силу, действительно силу.
Воссоединение хочет с вами какой-то человек. Сейчас, девочки, минуту, я печку выключу. Воссоединение хочет с вами какой-то человек. Минуту. Прошу прощения. Воссоединение. Здесь идет бывший мужчина. Хочет он с вами воссоединения, хочет с вами он общения, воссоединения. Именно вообще что за мужчина? Вы знаете, этот мужчина идет вот к вам, больше тот мужчина, который, вы ему очень сильно нравитесь, а вы воспринимаете его не совсем как мужчину, а как друга. Такой вот идет мужчина к вам на порог. Далее, смотрите, господа, здесь еще идет то, что вы найдете, обретете друзей. Вам даже могут враги помочь. То есть кто-то увидит в своих врагах друзей. Действительно, это так на самом деле. Вот. Даже враги к вам могут прийти за помощью. Но вот смотрите, какая-то женщина на меня смотрит, на которую колдуют собственные дети. И вам нужна действительно чистка. Та женщина есть, которая меня смотрит, она такая есть. Обратитесь ко мне лично, потому что колдуют именно дети на вас. Вот, да. Вот. У кого-то сына, у кого-то дочку приворотом, как бы оморочкой к себе-то привязали, там может все закончиться смертью. Вот. Но очень много еще меня смотрят людей, которые сами как-то выкарабкиваются из сложных ситуаций. А вы должны обратиться за помощью. Я не говорю, что там обязательно к нам, к магам, к ведьмам идите. Да не обязательно. То есть кому-то нужна просто поддержка близких, кто-то давно не общался с друзьями, с родственниками, кому-то нужна поддержка отдыха, санатория, да, вот так вот, как бы, здесь такие моменты, потому что здесь есть человек, который уставший, он устал, он не знает, что делать, он хочет отдохнуть, а он не может отдохнуть, потому что постоянно думает, что вот кто-то гонится за деньгами. Еще я вижу людей, которые гонятся за деньгами. Вот знаете, у меня есть такие клиенты, которые не хотят оплачивать мне, допустим, мои услуги, но хотят качественную работу. С такими я клиентами не работаю. Еще я такой человек, могу и побить. Да, действительно, могу за грубость побить. Вот. Одна клиентка, она меня так вытрахала мне мозги, что я ее избила. Но она меня довела. Вот. И я такая, я могу. Вот, не зря я на пути черной ведьмы. И вот она написала на меня заяву, но мне ничего не было. Она меня сама довела, она алкашка, бухала всегда. И она вот звонила мне в WhatsApp и угрожала мне. Ну, нашла кому угрожать. Я же говорю, с ведьмой воевать лучше сразу в землю слечь. Вот, и она вот это угрожала мне, звонила мне, когда у меня ребенок спал, угрожала, чтобы я ей там бесплатный приворот сделала. Давай делай, вы мне там все обязаны. Бухалка, алкашка, но она была администратором в гостинице, там думала, все, она такая блатная. И она мне вот это звонила, я ее, вот это я на кладбище работаю, прихожу туда, она мне звонит, прозванивает, написывает, давай там туда-сюда, мат-перемат. Ну вот я ее отпиздрячила. Ну, очень сильно, что навалялась. Да. Я потому что владею боевыми техниками, я ее отпиздрячила. Вот такие клиенты, дебилки, они вот нарываются. Вы узнаете, ведьма, к которой вы обращаетесь, кто она такая, что она может. Вот так вот. Надо быть людьми и уважать чужой труд. И не писать, не звонить, бухие, алкашки какие-то. Вот это просто пиздец. Далее, был такой случай, наорала я сегодня на одну бабу, послала я ее на ХУ и подальше. И будь ты проклята, я ей сказала, она сдохнет скоро от моих слов таких. И я сказала, иди в ментовку и попробуй забрать вот эти деньги, которые ты мне переслала. Что получилось? Смотрите, девочки, я объясняю, вот чтобы вы понимали. Кого я сразу могу послать нахуй и вообще, что делать нельзя. Нельзя делать такое. Мне пишет женщина, было таких очень много ситуаций, но сегодня я не сдержалась, и я как на нее заорала, наверное, там горы, блядь, всего Кавказа сотрясались, когда я орала, и говорю, иди в ментовку. Вот, мразота, блядь, будь ты проклята. Я говорю, тварь ебаная. Что было? Я расскажу. Она мне скидывает деньги, 1000 рублей за консультацию. И я говорю, здравствуйте, да, конечно, я вам погадаю, я ей даю ответы. Я всем отвечаю, я даю ей ответы. Вот.
Я говорю: "Да, я буду, я погадаю". Я написала: "Я вам погадаю". И она ждала. То есть, да, но погадаю — это не значит, что я погадаю сейчас. Если я не отвечаю вам в течение часа-два, это я работаю, либо принимаю других людей, либо я нахожусь на погосте, и я работаю. Но я бы обязательно ей у меня была настолько, затурканный день, и я ей бы погадала обязательно на следующий день. Я бы вот встала бы и сразу погадала вот как бы этой женщине. Пидораске этой, ее женщиной не могу назвать. Вот, и она такая мразь. Вот это вот губы такие силиконовые, такое уёбище ебучее, такое сявка такая вся, да. Вот, и даже сущности выглядят красивее. Вот, и, значит, она мне пишет, уже борза такая начинает со мной разговаривать: "Здравствуйте, не надо мне расклад, верните мне деньги, вот по этому номеру переведите сюда". Вот я как на нее заорала: "Пошла ты нахуй", говорю. Я ее отмандохала словесно, блядь. Я орала так, что она, наверное, охерела. Она там и, пиздец, блядь, уедет из мира, наверное, блядь, спрячется где-нибудь в пустыне. Вот такое делать нельзя. Нельзя обвинять меня в мошенничестве и нельзя обвинять меня в том, что я не делаю. Если я не ответила, это вот я не возвращаю деньги вообще, девочки, никогда. Запомните, если вы мне прислали за расклад, я вам обязательно погадаю, но тогда, когда я освобожусь. Обычно я гадаю всем сразу, но в крайне в редких случаях на следующий день. Это значит, что я занята. Вот, а эта пизда, простите за выражение, начала мне вот это вот: "Уже не надо мне вот этот расклад", показывать свой характер. Не прокатит со мной такое. Я еще раз говорю, воевать с черной ведьмой, копать себе гроб. Себе, своим детям и своему роду. Я обязательно всегда всем смотрю. Значит, я занят. Значит, я не могу. А показывать характер свой не прокатит. Ну, вот так. Потому что это не человеческое отношение. И она мне пишет: "Не пойму вас. Вот вроде бы вы мне написали, ответили и сказали, что". Ну, я ей сказала: "Иди в ментовку, попробуй забрать эти деньги, вот эту 1000, блядь, у меня". Это такой моральный, ущерб мне, потому что не надо мне слать, потом грубить, я всем отвечаю. Я ее знала, она как-то ко мне обращалась, эта гнида ебаная. Ее только так и называть. Это не человек, это тварь. Потому что вот этот вот характер показывать, психичка ёбаная, я еще хуже психичка. Еще меня многие не знают. Еще как убить нахуй могу человека, если в гневе. Вот со мной не надо лучше шутить. Вот. И здесь никто молчать не будет, потому что я знаю, что меня смотрят очень много хейтеров, якобы ведьм. Вот еще я очень сильно смеюсь с одного еще с одного момента, когда ко мне обращаются якобы ведьмы, которые рассказывают, что они я воспринимаю вас как клоунесс. Вы клоунессы ебучие. Правда, не хотела сегодня с матами, но так получилось. А вот мне очень много писали, якобы они ведьмы, родовые и еще так далее. Да, я где-то, может быть, что-то и вижу магического, но вы никто, поверьте мне. Вы никто. Те, которые мне писали, говорили про магию, что вы там такие вот ведьмы, вы никто. Если ты ведьма, ты ко мне на поклон не придешь и просить у меня что-то не будешь. Тем более помощи, какую-то чистку. Если ты ведьма, ты точно знаешь, кто ты, на каком ты пути, что надо почистить, что надо сделать, ты точно даешь себе отчет. А ведьма, которая не разобралась в себе, кто она такая, это просто идиотка. Тебе надо к психиатру сходить, и все. Вот. Почему же я никому не хожу, никакой ведьме никогда не обращалась? Потому что у меня есть свои знания, и все. Далее, смотрите, женщины, которые рассказывают о том, что вот можете ли вы взяться там за исцеление? Да, я могу взяться, но вы должны понимать. Сейчас уже у меня свечки тут, этот, блядь. Да, я могу взяться за исцеление, можно исцелять с помощью черной магии, ну, практически любые болезни, но смотрите, вы попадаетесь иногда на шарлатанов, да, вот, что такое шарлатанство, где вас обманывают, да, вот, а вы как дурочки ведетесь. Вот, смотрите, когда человек уже при смерти, у него нет органов, просто он умирает, он без органа жить не может, никакой колдун ему не поможет, уже ни ведьма, ни колдун, все. То есть, тебе вот так вот колдун не придет и не сделает новые органы, на вот, сади. Вот и у меня были такие больные, максимум таким можно продлить жизнь. Ну, то есть вообще там на день-два все. Вот. У меня у самой болела бабушка, у меня умерла как бы моя бабушка родная, она была в коме. Вот, мы связывались с ней, с ее душой, она и снилась мне во сне. Там уже нельзя было помочь, у человека был почти 5-й инфаркт. Вот, но я проводила какой-то ряд, ритуалов.
молилась со своим людям, если можно так назвать. Я смогла продлить ей какое-то время, как бы пребывание в коматозном состоянии, в коме. Вы должны понимать, что если человек уже при смерти, там без органов, без сердца, без почек, без головного мозга, образно, да, вам это будет обман. Понимаете, вам никто не поможет, но попросят баснословные деньги. Вот. Какие работы принимаю я и что я делаю? Еще раз, да, говорю. Я рассказывала вам случаи, допустим, давайте я расскажу тот случай, я его рассказывала в видео, где я делала ритуал. Я тоже человек, и я работаю, да, я женщина. Я простыла по-женски, то есть это было на кладбище. От простуды у меня образовались 2 кисты по-женски, их уже никак нельзя было убрать. Их надо было, как сказали врачи, удалять. Но так как я работаю с тайными знаниями вообще, да, с потусторонним миром, я поняла, что мне операция сейчас не нужна, я должна убрать их сама. У меня были реально 2 больших кисты, там в правом яичнике, во втором, то есть в левом, то есть и у меня, болело все. Так как я помогала людям, я ходила, работала, я выходила на морозы, я простыла. И простуда тоже вызывает кисты. Обычно не рассасывается, но у меня уже были очень большие, только операции. Меня начали готовить на операцию. Я провела ряд ритуалов и дождалась 3-4 дня. Не знаю, почему я выжидала 3-4 дня, но я их выжидала. Я их сделала и пошла на УЗИ в частную клинику. Записалась, вызвала такси, подъехала, поднялась на УЗИ на 5-й этаж. И акушер, эта узистка, гинеколог, или как правильно их называть по медицинскому термину, она на меня смотрит и говорит: "Я не знаю, я, говорит, в магию не верю, но это магия какая-то, говорит, потому что ты реально их исцелила, говорит. Что ты делала? Я не знаю, их нету". Она говорит: "Давай еще, потом приходи на УЗИ". Она не поверила, но у меня не осталось ни следа. Все яичники у меня были просто чистые. Что, понимаете? Не только в христианстве чудотворное исцеление, и у ведьм черных бывает исцеление. Так, понимаете? Есть такие случаи, когда ведьма не может полностью исцелить, но она может дать человеку войти в ремиссию, либо что-то уменьшить, какую-то опухоль, либо как-то еще. Я рассказываю еще вам случай. Может, вы видели у меня в коротких видео, где костюмы открытые, там открытый живот, у меня есть такой шрам послеоперационный, он как такой шрам, меня резали, у меня удаляли желчный пузырь. И мне нашли камень 2 сантиметра. То есть, мне тоже тогда не была операция нужна в тот момент. И я тоже провела ряд определенных своих ритуалов авторских. Я не смогла себе полностью убрать камень, потому что желчный пузырь у меня был уже воспален, у меня были дикие боли. И я смогла я его уменьшила из 2 сантиметров до 1. Понимаете, да? У меня были женщины, которые были на химиотерапии, я их тоже лечила. И я не говорю, что я там целитель ни в коем случае. Я не бог, но входили женщины в ремиссию. Женщины приходили за бесплодием, тоже я с ними работала. Поэтому не только в каких-то чудотворных религиях можно исцелять, можно быть и ведьмой черной, и также исцелять, скидывать болезни, перекидывать на врагов. Так, понятно? Думаю, что я вам объяснила. Всем желаю добра, всем желаю здоровья, детям вашим, мамам вашим, всем. Кому нужна моя помощь, обращайтесь ко мне лично. Номер WhatsApp я указываю под видео. Всего хорошего, до свидания.